Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня буду раскрашивать в Керби Розаносе «Хрупкий мир». Мы здесь раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Так что проходите, смотрите и знакомьтесь, кто не знаком. Мы выбрали уже иллюстрацию. Сейчас я ее найду, покажу вам. В этот раз иллюстрацию я выбирала. И вопреки тому, что я терпеть не могу развороты, выбрала я именно разворот вот этот. Ну, думаю, справлюсь. Хотелось бы в это верить, учитывая, что мне еще поездка предстоит, все такое. Но будем надеяться, что я, в принципе, до конца месяца все это сделаю. Да нет, ну тут можно и за один вечер раскрасить. Просто суть в том, что нет этого вечера по факту, но ладно, я постараюсь. Просто так получилось, что дел перед поездкой масса. И надо успеть все. Ладно. Думаю, что все успею. Раскрашиваю в Керби, как вы знаете, я в основном монделузами. Безусловно, использую в том числе и акварель, но люблю пораскрашивать монделузами. Причем во всех раскрасках от Керби. Ну вот в том месяце мы завершили геоморфозы раскрашивать, закончили раскраску. Долго красили-то, в принципе. Ну, мы как бы и в основном одну иллюстрацию в месяц. То уже потом. Ну и плюс по обстоятельствам, когда требовалось побольше, а в основном по одной, не спеша. Вот. Ну и, соответственно, теперь можно что-то еще раскрашивать в каких-то других. Потому что мы, как вы помните, я чаще всего... У меня все раскраски Керби были в деле. Но потом мне это поднадоело, и я только вот геоморфозы раскрашивала, и в основном еще «Хрупкий мир». Ну вот это у меня, по-моему, как раз год назад началось. Ну, по-моему, так. Как раз появился «Хрупкий мир» в феврале, раскраска у меня. Ну и я потом поняла, что что-то уже сложновато и скучновато. Когда там берешь 30 раскрасок на месяц, и из 30 раскрасок там 7 или сколько их от Керби. Но... В общем-то, я думала, пару месяцев отдохну и снова буду все в планы ставить, но я поняла, что нет, лучше вот несколько и еще брать других иллюстраторов раскраски. Но это действительно как-то вот разнообразнее. Так, сначала я просто закрашиваю светло-зеленым, там, где это можно закрасить, и потом буду уже добавлять темный. Я, собственно, почему маленький набор и достала, так как
Здесь два моих любимых цвета, они идеально подходят друг к другу, они мне нравятся. В общем-то, я рада, что у меня и такой набор, и этих цветов мне еще надолго хватит. Вот тоже иногда кажется, что вот, наверное, быстро закончатся карандаши, а нет. Вот два набора, пользуюсь постоянно, ну, для каких-то раскрасок, и они еще заканчиваться не планируют. Ну, хотя, безусловно, если бы я, как положено, их постоянно затачивала, там, так далее, то, наверное, быстрее бы закончились. Ну, я так. Ладно, наверняка что-то где-то я пропустила. Ничего, потом видно будет. Сейчас добавлю темного цвета. Я не знаю, буду я сегодня начинать еще одну иллюстрацию в другой раскраске Керби. Вот, или оставлю на следующее видео, как дело пойдет. Так. Ну вот. Не, правда, вот эти карандаши классные. И вот здесь вот они мне идеально заходят. Где-то протекают, безусловно. Но не могу сказать, что я прям очень сильно как-то расстраиваюсь по этому поводу, так как, ну, даже если на ту сторону протечет, у Керби, в принципе, там лиц нет, ничего такого. И настолько все или абстрактно, или же действительно какие-то происходят метаморфозы и прочее, что все это можно обыграть, и это не страшно. Так, ну, я вообще так по раскрашиванию соскучилась, потому что, ну, как бы я какое-то видео, количество сняла впрок, и нужно было переключиться на другие дела, поэтому, да, по раскрашиванию я соскучилась. Вот здесь, конечно, я думаю, может быть, имеет смысл бы взять совсем уж акварель. Ну, так, выберу сразу какой-нибудь темный. И, ну, вот самый светлый есть, я не знаю. Ну да, наверное, я его возьму и еще возьму какой. Вот хорошо, что здесь много светлых оттенков. Вот серые тоже хорошо у меня идут. Чуть-чуть подточу. Так. Ну, ладно. Сейчас вот я вот это, какие-то светлые моменты закрашу. Ну да, совсем светлый карандаш. Все равно для меня разворот это прям что-то стало очень много. А вообще, конечно, вот у Керби классные раскраски, а вот это, мне кажется, вообще потрясающе. Так, ну я сейчас вот это дораскрашиваю светлым и вернусь к вам. Серым я уже светло-серым раскрасила. Сейчас возьму более темный. И вот, знаете, я пока раскрашивала, как раз до меня вдруг дошло, что я не загуглила,
как этот снежный барс выглядит, и что-то мне подсказывает, что выглядит он явно не так, как я собиралась его раскрасить, потому что я, в принципе, пролистала, ну, как бы раскраску, выбрала, что мне приглянулось, но абсолютно не интересовалась, кто тут изображен. Соответственно, получается так, что, ну, в общем, будет какое-то несоответствие. В общем, я не решила, то ли я загуглю и раскрашу хоть более-менее как положено, или же я раскрашу по принципу так, как мне будет красиво. Ну, можно и так, потому что раскраска-то моя. Ну, ладно, я пока не знаю. Но если так посмотреть, то тут много чего. Может быть, тогда серое, бледное. Но вот по принципу, знаете, геоморфоз, где я иной раз вот красила так, что все серое, и мне как бы не очень. Мне хочется, хоть я и завершила раскраску, да, но вот когда такие были моменты, я себя до сих пор ловлю на мысли, что мне хочется, ну, где-то что-то переделать, добавить яркости. Поэтому не знаю. Может быть, раскрашу именно так, как я сама этого хочу, как я себе это представляю. И возьму потемнее. Может быть, еще здесь я добавлю Vista Artista акварельку потом. Но я сначала размою, дождусь, когда все высохнет, и посмотрю. Может быть, оно и не нужно будет. Может быть, всего будет и так достаточно. Но это надо будет подождать, когда вот это размоется. Ну вот чем-то в таких тонах зверюгу раскрашивать у меня как-то, знаете, желания нет. С другой стороны, вроде как, я так понимаю, предполагается. Могу ошибаться. Ну, тут, конечно, основательно. А я еще начала... Я почему задумалась-то? Я красила серым, и вот здесь еще закрасила. Потом пришлось вот стирать ластиком. Сначала думаю, по принципу ошиблась. Потом думаю, а может, я не так сильно и ошиблась? Да, где-то здесь хорошо будет добавить Vista Artista. Прям напрашивается. Ну что, не знаю, достаточно или нет. Я всего нанесла тут. Наверное, будет неплохо начать вот это дело размывать и потом уже смотреть. Давайте приступим. Начну с зелененького, как с наиболее яркого.
Ну, потому что я себе как бы представляла, что, ну, иллюстрация должна быть такой яркой, чтобы все-таки потом приятно было перелистывать. Потому что, ну, мне вот нравится просто перелистывать эту раскраску, даже не заполненную. И в цвете тоже будет хорошо. Но так, чтобы это действительно был цвет. Вот как у меня Средиземье заполняется, я прям в восторге. Классно перелистывать, потому что уже достаточно приличное количество там иллюстраций раскрашено. Вот так вот каждый месяц по одной, а заполняется. Ну, я как бы и не спешу, потому что раскраска приятная. И хорошо так каждый месяц. К тому же иногда от нее вот от Средиземья и устаешь бывает. Даже если она нравится. Я здесь в основном вот чисто смачиваю поверхность. Оно как бы, мне кажется, само перетечет, как положено. То есть я не сильно пытаюсь как-то все это смешивать. Вот оно плавненько и перетекает как надо. Хотя, с другой стороны, тут тогда и воды, получается, требуется больше, и могут быть протечки. Я еще сейчас думаю, наверное, надо было поездку отложить все-таки хотя бы на месяц. И как-то морально к ней подготовиться. Потому что что-то я ничего не успеваю. И ладно бы я еще ничего не успевала, но мне там хочется и пораскрашивать, и повязать, что самое главное. Вот. И получается, что какое-то количество дней выпадет. Хотя я, наверное, возьму с собой и какую-то раскраску. Да и там у меня что-то есть. Возможно, что-то из вязания возьму. Честно говоря, я бы, наверное, просто бы, не знаю, вообще была бы моя воля, я бы, наверное, просто заснула бы и неделю бы спала. Ну, так не получится, потому что с собакой-то надо гулять, кормить. Ну, а так, может, смена обстановки как-то поможет. Не знаю. Ну, хорошо, он пес у меня тут храпит себе, сопит. Довольный. Вот, я зеленое пропустила, надо будет доделать. Да, определенно я добавлю цвета, либо карандашами, либо акварелью, а может быть и тем, и другим. Ну, пусть это высохнет уже. Вот. И нужно будет этим вот заниматься, зверюгой.
Эх, тут я чувствую, работенки будет не на один вечер все-таки. Ну ладно, потихонечку я это раскрашу. Время еще есть. И все же надо вот загуглить про это как-то. Так, ну вот. Теперь это пусть сохнет. С обратной стороны, ну, будем надеяться. Так, а тут что? Ну, тоже так себе. Ну, пока все это сохнет, я взяла Мироморфозы. Здесь мы также раскрашиваем с Оксаной. И иллюстрацию я выбирала. Сейчас найду ее. Я просто как бы выбрала, сфоткала, но закладку не делала. Сейчас. Надо, если сначала Оксана меня догоняла, теперь, по-моему, мне ее надо догонять, потому что я знаю, что вроде какие-то иллюстрации у Оксаны раскрашены, а у меня нет. Так. И вопрос, где? Где и что? Что-то я не вижу, что я выбрала. Ладно, сейчас я вернусь к вам. Вот такую иллюстрацию я выбрала. Не сказать, что я край как люблю матрешек и такой стиль, но не знаю, почему-то мне захотелось. Но я, правда, единственное, что как бы сказала, что это пусть будет не разворот, ну, то есть раскрасим под настроение. То есть, если захочется, то разворот, если нет, то любую страничку. Но я сразу определила, что я буду красить вот эту страничку. Вот. Для начала сделаю фон. Ну, фон, наверное, скорее всего, я буду использовать эту самую пастельную гуашь. Возьму вот эту, потому что это, что Эрих Крауза, в принципе, одно и то же на одном предприятии выпущено, но вот это более такая жидкая, а Эрих Крауза мне попалась прям густющая. Сейчас вот думаю, какой сделать фон. Может быть, вот такой вот. Фоны, конечно, заливать вот какие-то такие однотонные, это, ну, для меня довольно тяжело. Ну, ничего страшного, буду привыкать. Я решила все-таки, что это будет одна страничка. Раскрашу. А эту как-нибудь потом. По идее, хорошо, чтобы все это было в едином стиле. Один фон был. Ну, не знаю, нет. Не хочу я много разворотов. За месяц одного-двух мне вполне хватит. Ну вот этот один, может быть, еще где-то будет разворот, я не знаю. В общем, вот здесь точно у меня нет желания на целый разворот. Поэтому обойдусь одной страничкой. Да, давненько я не брала другие раскраски от Керби. В принципе, уже успела соскучиться. Тем более, что вот это у меня первой появилась из всех раскрасок. И, в
принципе, она мне до выхода «Хрупкого мира» нравилась больше всего. Как раз, кстати, вот геоморфозы, то, что мы закончили, они мне меньше всего нравились. Ну, в общем, продолжаю я закрашивать гуашью фон. Конечно, в отличие от акрила, мне гуашь больше нравится, в том смысле, что она не так быстро сохнет, можно водичкой там немножко ее развести. Вот. Потому что делаю я все это медленно. Такие вот однотонные заливки мне даются с трудом. Я даже не уверена, что это будет один слой. Возможно, что-то и сейчас подправлю, и когда высохнет, появится желание что-то подправить. Так-то эта гуашь хорошо ложится. Так, еще немножко водички и краски. Вот, и сейчас, пока будет сохнуть, снова примусь за Керби. Вот, а это... Так, посмотрим. Вот самое важное вот здесь вот доделать. Хорошо прокрасить. Чтобы потом не пришлось. Через, знаете, спустя время. Когда раскраска раскроется вот так получше. Не люблю такие моменты, когда приходится переделывать. Ладненько, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 777 рыжая 888. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.